Конец мая в Рымнику-Вылче выглядит приблизительно как середина июня в Украине. Везде все фонтаны работают, все цветет, все зеленое. Здесь вот в парке, кстати, черные белки. И рыжих, как у нас, я не видел никогда. Румыны все больше времени проводят на улице. Вот посмотрите, как выглядит наш парк во дворе. И это не выходной. Куча детей, куча взрослых. Здесь вообще очень интересное отношение к гулянию у взрослых. Родители сразу после работы берут ребенка и тут же идут в парк гулять. Были даже замечены взрослые, которые гуляли по вечерам без детей. В свою же очередь румыны очень удивились, когда я им рассказал о том, что в Украине взрослые гуляют только когда в пятницу пьют пиво на лавочке. В продолжении румынских интересностей хочу вам показать мусорники. Их немного, но они есть. Сверху стоит вот такая вот красиво нержавеющая часть, а основной бак с мусором внутри. Запаха практически нет возле него. Машина забирает все с попом. А вот что такое румынская культура. Эту записку мы получили сегодня утром. И написано на ней: «Привет и добро пожаловать в Румынию. Не могли бы вы, пожалуйста, тише уходить и приходить в свою квартиру?» И подпись «Спасибо, 6-месячный ребенок». Впоследствии мы дверями уже не хлопали, аккуратненько закрывали. Так, продолжаем интересности. Андрей купил мне на пробу национальный сыр. Называется он брынза де бурдуф, если я правильно произношу. Это очень мягкий сыр овечий, который выстаивается в овечьем желудке. Как видите, я его уже надкусил. Вот такая вот внутри у него структура, как у свежего батона. Он очень мягкий и на вкус как вроде уже расплавленный сыр в макаронах. Мне очень понравился. Сегодня у нас суббота, и мы с Андреем едем в городок, который находится в 10 километрах от Рымнику-Вылчи. Называется он Калиманешти. Ну и пока мы едем, расскажу вам несколько интересных вещей в Румынии, относящихся к водителям. К дорогам, конечно, вопросов здесь нет. Теперь о парковках. Вот смотрите, это наш двор. Стоит много машин. Вот там дальше стоит даже наш Шевролет. Но приехав в Рымнику-Вылче, на третий день я получил вот такую вот бумажку, из которой даже с переводчиком я никак не мог понять, за что меня штрафуют. Но потом Чиприан, наш хозяин, объяснил, что оказывается здесь, даже в собственном дворе, нужно платить за парковку. Потому что ремонт асфальтного покрытия и разметку делает здесь государство. Плата довольно принципиальная, 4 евро в год. Но платить ты ее должен и получать специальный талон, который вешается на лобовое стекло. У меня, естественно, такого талона не было, поэтому Чиприан пошел в полицию, отдал эту бумажку, сказал, что мы из Украины, и нам сказали, ничего платить не нужно. А здесь обратите внимание на светофоры. Понимания дополнительной секции на светофоре в Румынии не существует. Тут на каждую полосу движения стоит свой отдельный светофор со стрелочкой. А водитель, который остановился прямо под светофором, не пытается сломать себе в шею для того, чтобы увидеть, какой там цвет. Для них существует маленький дублирующий светофор. Общественный транспорт в Румынии стараются сделать полностью электрическим. Вот такая вот еще интересная особенность. Если я рыбак и утром я захотел взять удочку и пойти на ближайшую реку, нет, так нельзя. Я должен получить вот это вот удостоверение. За него нужно платить. В каждом регионе цена своя. В Рымнику-Вылче, например, это 150 лей в год. Например, на Трансальпине это 500 лей в год. Оно именное оформляется через интернет, но потом фактически продлевается в специальном учреждении. Обратите внимание налево. Именно здесь, в маленьком городке Калиманешти, я увидел самый стильный отель в Румынии. У меня прямо язык чесался сказать «Отель Трансильвания». Fucking shit, what the fuck? What? Sorry. Not empty places. Сегодня господин Андрей вывез нас, так сказать, на прогулочку. И сегодня он нам покажет термальный бассейн в городе Калиманешти. Мы давно сюда собирались, но вот он нашел время. В регионе много бассейнов, он сказал. Ну вот он выбрал на свой вкус. Так, вон уже видно бассейн на фоне. Ну и можно вот оценить, на фоне чего ты будешь плавать. На фоне Козья парка. Вот здесь вот покупаются браслеты, с которыми вход. Вот цены. Сегодня была акция. Большой человек Андрей решил заплатить за нас в бассейне. Очень люблю румынских людей.
Вот, эту штуку надо было там купить. Winter. Все, Илья, остаешься здесь. Подожди нас возле машины. Вот как это все выглядит внутри. Очень много места, очень много лежаков, но найти возле бассейна лежак была проблема. На втором этаже вообще легко. Сколько здесь бассейнов, я даже посчитать не смог. Но их реально здесь много. Комплекс просто огромный. Ну что, поехали. Виктория, как водичка? Какая водичка? Я бы даже сказал, очень теплая. Водичка здесь соленая. О, вон Илья. Ты на горке был? Да. И что на горке? Прикольно. Ой, большая очень. Да? Да. Ну вот. Ага. You like? Есть. Стандартные гидромассажные места для тюленей тут также присутствуют. Вот так вот это выглядит со второго этажа. Именно здесь есть много свободных лежаков, но тут есть еще интересное место. Здесь есть крыша с местами, где можно загорать. Тут же с крыши можно видеть горы и реку. Здесь также есть место, где можно поесть. Цены, кстати, абсолютно вменяемые. Но самая большая очередь именно в бар, потому что здесь можно пить пиво прямо в бассейне. Мы с Илюхой решили пойти на горку. На маленькую детскую, но зато живем. Раз, два, три. Мне не понравилось, бассейн был мелкий, я ударился спиной. Потом включили ленивую реку. Этим надо было воспользоваться мгновенно, потому что мы ленивые. Так как вода здесь минерализированная, она высокой плотности. На нее ложишься и лежишь, и река тебя медленно несет по кругу. Совершенно случайно я взял вместо воды в рюкзак цуйку, и Илюша хлебнул. Как ощущение? Как цуйка? Нормально. Как пошла? Нормально. Нормально? Да. Я смотрю, он уже немножко красненький, буянит, говорит, надо срочно запить. Стоим в очередь в бар, но очередь вон какая. Поэтому Илюха без запивона. Ну что, как запивон? Нормально? Считай, что виски с колой выпил. Когда я решил просто пройтись посмотреть территорию, я обнаружил еще несколько бассейнов и горок в этом комплексе. Я проверил бассейн. Ну что я могу сказать, здесь температура меньше, буквально, наверное, на пару градусов. Может на 3, и от этого вообще такая хорошая. Но там, конечно, жарковато. Что можно сказать в заключение? В заключение можно сказать, что это второй бассейн в Румынии, в котором я был. И здесь все-таки это как-то подешевле, чем у нас. И я думаю, что 70 лей за 3 часа на мою семью, чтобы поплескаться в теплой водичке, ну это хорошо. Сеанс закончен, мы собираемся домой. Сегодня Андрей решил нас прокачать вообще по-серьезному. Поэтому после бассейна мы едем в Бабени. Нам обещают барбекю, мечи и все дела. Вот такое вот дежавю. Я опять в Бабена. Только в этот раз все более зеленое. Сейчас зайдем, посмотрим, что изменилось. В супермаркете в Бабенах я нашел вот такие интересные наборчики. Водка и Кока-Кола. We started. It's fresh pork. Yeah. Так, пошли. Мечи. Мои любимые национальные. Когда мы ехали домой, Андрей показал мне еще одну интересную вещь, которая есть в Бабенах. Вот. Это аппарат для производства полинки, он же самогонный аппарат, он же ректификатор. Андрей мне сказал, что в этом регионе есть несколько семей, которые уже несколько поколений делают вот такие вот аппараты. Они стоят очень дорого и делаются из чистой меди. Паленка, как и цуйка, является национальным алкогольным напитком Румынии. И отличаются они тем, что если цуйка классическая делается только из слив
и имеет крепость 40-45 градусов, то полинка может делаться из любого вида фруктов, и крепость ее составляет от 50 до 65 градусов. И еще, цуйку и полинку купить в магазине большая проблема, их очень мало выпускается в промышленности, так как это народный напиток и делается народными способами. Noi ne trăim viața cu șpriț în pahare până dimineața, băi! Adu pălinca, suntem români și iubim Caterinca, băi! Noi ne trăim viața cu șpriț în pahare până dimineața. А через несколько дней случилось еще одно преломное событие в нашем вынужденном путешествии. Мне позвонил мой руководитель и сообщил, что он выиграл уже несколько тендеров, и наше предприятие получило заказы и начинает понемножку работать. Это событие нас очень обрадовало, потому что мы очень хотели уже вернуться и просто искали хотя бы малейший повод. В нашем городе ситуация с войной не менялась в последний месяц, ну вообще никак. Поэтому, недолго думая, мы сообщили нашим хозяевам, что через 4 дня мы выезжаем домой. На следующий день мы отправились в Ригл для того, чтобы купить румынских вкусняшек на подарки и сувениры. Кстати говоря, в свою очередь, самый популярный супермаркет в Украине я популяризировал еще в Бухаресте. А также сегодняшний поход в Lidl был удачный еще тем, что вот по скидке мы купили лазанью. Итак, мы собираемся домой, и одна из главных проблем — это дефицит бензина в Украине. Пришлось объездить всю Рымнику для того, чтобы найти вот это вот, 3 5-литровые канистры. Они должны помочь нам доехать домой без проблем с украинским топливом. 25 мая вечером, после нашего последнего комьюнити с румынами, мы бросаем последний взгляд на наш двор в Рымнику. 5:45 утра, 26 мая, мы собираемся ехать домой в Украину. С учетом всех наших военных проблем, большая часть пропускных пунктов по территории Молдавии закрыта. Решили мы ехать тоже, кстати, через Молдавию, для того, чтобы в связи с дефицитом бензина сэкономить расстояние по Украине. Поэтому мы будем ехать через город Яссы, румынский, на молдавскую границу, оттуда с Молдавии на Могилев-Подольский. Такие вот планы. Машина сейчас просто вот полностью забита. Тут канистры лежат, сноуборды, пакеты. Тут еще Илюха будет сидеть. 2 рюкзака еще сейчас принесут. Короче, не машина, а склад всего. Добрые румыны надавали нам и вещей, и продуктов. Ну, мы многое отдали в центр помощи беженцев. Некоторые забрали с собой. Ну, как-то так. Будем ехать. По дороге в направлении города Яссы мы никогда не ездили. И природа Румынии нас, как всегда, удивляла. Мы проезжали просто дикой красоты национальные парки. Я старался делать себе пометки для того, чтобы в следующий раз, будучи в Румынии, посетить такие великолепные места. Я думаю, что в конце надо подвести какой-нибудь итог. Для меня и моей семьи Румыния стала очень комфортной страной, ведь в ней есть все, что обычно мы ищем в странах, когда ездим в отпуск. Во-первых, это природные достопримечательности, исторические места и интересные культурные ценности. И это я говорю как человек, у которого на Google картах в разделе Румыния 96 личных меток. Во-вторых, это еда, которой здесь очень большой выбор, включая экзотические традиционные блюда. При этом цены на еду невысокие, а порции такие, что не каждый человек может съесть. В-третьих, Румыния — это Европа. Наличие прямого импорта обеспечивает то, что в супермаркет ты ходишь как в музей, где даже дизайн пива выглядит как искусство, а сама банка как музейный экспонат. В-третьих, это то, что определяет страну и национальность, ее люди. Те самые люди, которые дали почувствовать нам себя дома в семье, а не беженцами в другой стране. Но как бы не было в гостях хорошо, дома все равно лучше. И для себя мы сделали вывод, что хоть мы и любим посещать другие страны, но переехать на постоянное место жительства в другую страну из Украины мы не готовы.
И по приезду нам стало очень хорошо и легко, ведь оказалось, жизнь продолжается, несмотря на постоянную воздушную тревогу, взрывы ракет и нестабильную подачу света. И теперь с личного опыта могу сказать, ты никогда не узнаешь, что такое любовь к родине, пока не побываешь на чужбине. И монтируя это видео 8 января 2023 года, могу сказать, что ни одного раза после возвращения из Румынии мы не пожалели, что сделали это. Наверное, это потому, что изначально мы и были людьми, которые ищут повод вернуться, а не теми людьми, которые ищут повод остаться. По итогу наш отпуск вышел длиной 96 дней и 5100 километрами на одометре автомобиля. И последней фотографией в этом проекте я ставлю фотографию нашего въезда в родной город Днепр. Спасибо всем, кто досмотрел этот сериал до конца.